На следующий день Сава встал с первыми петухами. Ему не терпелось отправиться в путь и наконец-то доказать не только всем вокруг, но и себе в первую очередь, что он на что-то способен. Не став дожидаться приглашения и наспех собрав котомку, он сам отправился искать Семена. При этом Сава старался ничего зря не трогать. Как он думал, на всякий случай, по этой же причине выйдя за порог, Сава 3 раза обернулся через левое плечо и через него же сплюнул. «Береженого и Бог бережет», как говаривали люди. К тому моменту, когда Сава дошел до Семена, последний не спал, а очень усердно считал, а потом и пару раз пересчитывал различные травы, припасы и кристаллы. И только после всех манипуляций наконец-то складывал их в мешок. «А, вот и ты! В углу мешок, это твой. Обожди немного, соберу свой и пойдем». Не отвлекаясь от своего занятия, произнес маг. Выглядел он довольно-таки плохо. Было похоже на то, что он не спал всю ночь, а только и делал, что считал. Сам по себе Семен был высоким, худой, нескладный, а вкупе со своим не по размеру большим и свисающим балахоне, к тому же еще и выглядел смешно. Стоя посреди избы, переминаясь с ноги на ногу, ожидая, пока закончит маг, Сава оглядывался, и всюду, куда бы он ни посмотрел, лежали книги. Они были везде, большие, маленькие. Названия одних он с трудом, но мог прочитать. Названия же других были написаны на незнакомых ему языках. Рядом с книгами тут и там стояли различные банки и флаконы. На полках лежали великое множество непонятных покрытых пылью безделушек. По углам избы с потолка свисали пучки различных трав. Так, разглядывая убранство на одной из полок, Сава заприметил статуэтку в виде женской кисти, изготовленную из красивого камня. Выглядела она ничуть не хуже настоящей, а может даже и лучше. По крайней мере, в жизни он таких точно не видел. Тонкие длинные пальцы, изящная ладонь. Она завладела всем его вниманием и поразила искусностью изготовления и деталями. Тут же ему нестерпимо захотелось рассмотреть ее поближе, и, не выдержав искушения, обтерев вспотевшие ладони о штаны, Сава схватил статуэтку и начал жадно разглядывать. «Ничего не трогай, поставь!» Голос мага прозвучал неожиданно и подействовал на Саву как ушат ледяной воды. Подскочив от испуга, он тут же в спешке попытался вернуть руку на место, но та, предательски выскользнув из вспотевших рук, упала на пол, треснув и высыпав из себя немного серебристого песка. «Вот блин!» Придя в панику, Сава судорожно наклонился и, позираясь на мага, который, впрочем, видно и не заметил происшествия, стал убирать то, что натворил. Благо высыпалось совсем чуть-чуть, и у него получилось парой быстрых движений смахнуть все одной рукой под стоящую рядом лавку. Затолкав туда же вслед и треснувшую вещь, он уселся сверху на лавку и стал ждать, надеясь того, что маг ничего и так и не заметит. Так, в безуспешных попытках стереть с руки налипший песок, он и просидел все время, пока ждал Семена. Закончив со всеми приготовлениями и присев на дорожку, как полагается, по утреннему холодку их маленькая компания отправилась в путь. Маг шел быстрыми шагами. Сава, пряча испачканную руку в кармане, старался не отставать. Пройдя деревню, путники вышли на хорошо накатанную дорогу. До рудных шахт, тех, куда они отправились, был день пути, и обоим, конечно же, хотелось добраться засветло. Последним делом было оставаться на ночной дороге, и дело было не в разбойниках. Их в этих краях отродясь никто не видел, а в том, что округа кишела различного рода нечистью. Ночь как раз и была их временем. Конечно, наличие мага вселяло в Саву надежду, но
Он согласился бы ничем не проверять, а оставить все как есть и преспокойно добраться до места. Иной раз засыпая, он мечтал, как вот так же, в пути, победить неведомого врага, спасет девушку с ярким румянцем на щеках и, вернувшись в деревню, заслужит почет и уважение. Но то были мечты, которые, как он сам считал, не кривя душой, так и должны были ими оставаться. Так и шел каждый из них, думая о своем. Если тебе понравилась эта история «Не выжимай голос», не забудь поставить лайк и подписаться. Ну а в случае, если хочешь смотреть новое видео первым, не забудь про колокольчик. Всем удачи и пока-пока!